Всем привет! Добро пожаловать обратно в челлендж «Старшая сестра». Как вы видите, наши детки поменялись. И угадайте, кто это, кто это, кто это. Конечно же, это наши двойняшки. Это Генри и Соня. Они вот теперь у нас такие вот необычные, яркие. Я почему-то сначала подумала о том, что сделаю как обычно, просто симпатичных. Потом поняла, что ну зачем? Зачем я буду это делать? Можно же придумать что-нибудь интересненькое. Но у нас только Соня такая экстремально яркая, такая интересненькая, тем более что-то я забыла о том, что есть очень много разных макияжей, их очень сильно добавили, Мак там интересный нам добавил макияжи, в общем, я разошлась на всю катушку, потом вы еще посмотрите, какой у нее повседневный наряд, и тоже, ну, будете, я думаю, в восторге, он такой немножко необычный, непривычный для меня, но имеющий право на существование. И, в принципе, все детки наши изменились, они все подросли, у них у всех теперь новые цели и задачи, и сегодня будем как раз-таки этим заниматься. С прошлой серии как раз-таки прошла всего ночь, потому что у нас впереди слишком много всего интересного, и я не могла вас этого лишить, потому что старшие дети, ну теперь уже единственные дети в семье, наши двойняшки сейчас пойдут в школу. Они, кстати, у нас не выучили домашнее задание, потому что вчера уже не было вообще никаких сил, они только завалились спать, потому что все-таки празднование дня рождения – это ответственное мероприятие, это долгое мероприятие, но они его прошли прекрасно, замечательно, и все получили баллы награды за счастье. Награда счастья, вот, по-моему, так это называется. Так что, в общем, они сейчас покушают и пойдут на учебу. Старшие же девочки сейчас будут тоже заниматься многими делами. Сейчас они проснутся, приведут себя в порядок, и тогда будем уже заниматься ихними делами. Итак, давайте посмотрим, кто где находится. Так, вот наши старшие детки. Они у нас сейчас пойдут в школу. Мне на самом деле интересно даже посмотреть, как это все будет выглядеть. Вот этот лук с школьной формой. Но, кстати, в школьной форме, скорее всего, не будет ни очков, ни макияжа, насколько я помню. И как это поменять, я пока не поняла. Вот. Но розовые дреды останутся. Мне почему-то так понравились они в этом цвете, я просто балдею. Так, давайте Генри. Ну, Генри у нас такой пухляш. Он такой смешной, у него такие щечки смешные, большие, но при этом, когда я его переодевала, я увидела, он такой тощий, у него просто ребра видны, поэтому я ему поставила, кстати, вот качать свои мышцы, чтобы как-то, ну, он же у нас суперзвезда, он же у нас музыкант, кстати, я ему как раз-таки музыкальный инструмент не купила, а качалку я ему купила. В общем, будем разбираться потихоньку. У нас, да, я хотела его музыкантом сделать, но, не знаю, гитара или фано, ну, пианино, или скрипка. Ну, в общем, да, давайте подумаем пока что, кем он будет, на чем он будет играть, а пока он немножечко подкачается, потому что он такой хиленький, такой смешной, у него еще такие узенькие плечики. В общем, у них у всех такая фигура вообще не то, что нестандартная, но, в общем, такая интересненькая, с которой можно дальше работать. У нас тут, кстати, сад наш немножечко пришел в себя. Тут кое-какие. Нам тут надо все рассадить, посадить, все сделать. Сейчас мы как раз будем этим заниматься. Так, что у нас? Где у нас что? Так, упс. Так, девочки старшие пока не встали, так что ждем, ну, точнее, вот наша... Кто? Шерри. Наша Шерри. Вот она сейчас примет душ и... наверное, вставить наушники себе, для того, чтобы было ей как-нибудь повеселее. Наушки, капельки, наушки, да. Давайте альтернативное. Тут что-то у нас уже с продавито слетело. Так, и покушать. Что-то последнее время почему-то у меня все стало пропадать в холодильнике. Я не поняла, что это такое. То есть вчерашняя, как ее... Не утка, а кто? Еще какая курица? Индейка. Индейка вся почему-то пропала, то есть я ее положила в холодильник достаточно вовремя, но она почему-то, ну, испортилась. Я вообще не поняла прикола, вообще, что это произошло, но вот как бы по факту вот так. Они у нас, кстати, все в тапочках должны ходить. А вот у нас Генри не ходит в тапочках, хотя должен. Но все-таки моей душе повеселее, когда все в тапочках ходят, ну, не знаю, не могу смотреть, как они, особенно когда они в зимней одежде ходят, в этих сапожищах по дому, как-то меня коробит немножечко. Так, она у нас диетическое мороженое есть, потому что все-таки
Нужно ее привести в форму, но я не хочу ее сильно качать. Вот, поэтому она у нас будет немножечко читерством заниматься и есть диетическое мороженое. Я, кстати, у кого-то из блогеров смотрела, что оно хорошо худеет. Но оно не качает, а именно худеет. Сима, ну что ты сидишь вот это вот? Ты решила не кушать, а просто сидеть и слушать музычку. Ну, в принципе, да, да. Так, тебе худеть нельзя, потому что я когда ее переодевала, я поняла, что она у нас худая просто как щепка. Эти ее ножульки, видите, какие что-то. Она до этого была в юбочке, и не так было заметно. А в брючках прям видно, что она очень худая. Она типа сейчас старше стала, видите, я так посерьезнее немножко одела, собрала ей волосики. Она у нас такая серьезная дама-мадама. Ты когда уже доешь это мороженое, а? Долго ты это делаешь, мой милый друг? Так, переоделась она, и сейчас она подгрузится. В какой она форме, кстати? Посмотрите на нее. Ну, такая специфическая. У них теперь, кстати, выход прям вот, видите. Макияж, кстати, остался, представляете? Прячем мороженое, потому что оно у нас на вид золото. Мне лень будет потом его переделывать, потому что его может делать только Шерри. Так, Терри у нас так и не проснулась. Угу. Шерсть уже у нас в новом доме. Собака обозначила свое присутствие в доме с шерстью. Что я хотела для Терри на сегодня? Точнее, для Шерри. Ох, зря я их так назвала. Очень близко, слишком близко. Я хотела, чтобы она нашла работу, но такую, не сильно такую какую-то, как это называется, не на полный день, не на полную ставку, что-то максимально простое. Потому что она у нас не закончила школу по факту. Вот. И в обычной жизни это было бы именно так. И я хотела... украшения еще хочу. Так, повседневные украшения хочу... Изгородь. Вот, на изгороди давайте обычные белые лампочки. У нас теперь есть кусочек изгороди, поэтому еще фризов. Ну, давайте, наверное, вот какие золотые звездочки красивые, слушайте. Вот давайте белая. Нет, у нас белая звезда не пойдет, наверное. Мерцающие белые лампочки. Давайте попробуем. А на фундамент карнизов у нас есть фундамент. Что-то такое вот как раз-таки золотые. Мы посмотрим, что это будет. Мне кажется, конечно, немножко сыр-бор такой будет. Разношерстный. Давай, дорогая, наверное, ты просыпайся. Ты уже выспалась. А что ты спишь дальше? Я не поняла. Я тут наконец-то автоматизировала везде свет, потому что в предыдущем доме, домик был маленький, освещения было мало. И, в принципе, никакой проблемы не было в том, что сильно на счета это не влияло. А сейчас-то дом у нас гигантский, и я что-то как-то забыла о том, что за него будут огромные счета. И нашей Терри нужно еще и сейчас за учебу платить. Ну, съешь тоже тогда это диетическое мороженое. У нас больше ничего нет. Вот потом... Вот сейчас я приготовлю кучу еды, положу ее сразу. Если она сразу же пропадет, то это будет какое-то просто... Мягко говоря, это будет обидно. Я бы сказала другое слово, но такое нельзя говорить. Где наша Терри? Вот, она проснулась. Деточка наша писать хочет. Ну, пусть она приводит себя в порядок. У нее, кстати, какое-то получилось. Она выросла с таким узким лицом. Что-то как-то, оно какое-то искаженное, и глаза какие-то прям сильно вверх такие. Но не весь макияж, который я пробовала, в общем, смотрится, странновато, я бы сказала. То есть все стрелки почему-то искажаются, настолько у нее вверх все эти вещи направленные, что... Так вот, для нашей как раз-таки Терри, что она сейчас покушает, и она у нас будет поступать в университет. Сейчас мы подадимся на все возможные стипендии.
Потому что, конечно, наша старшая сестра, она, конечно, молодец, но как-то нужно пользоваться тем, что мы все-таки развивали все наши навыки максимально. И поэтому я думаю, что мы можем рассчитывать на хорошую стипендию и, ну, в общем, на стипендию. И вот как раз-таки наша Терри будет приводить в порядок наш сад-огород, потому что она же должна развивать эти навыки, поэтому она, в общем, будет этим заниматься. И нам это нужно сделать как можно быстрее, потому что уже четверг. Зачисление идет с понедельника. То есть если мы пропустим, насколько я знаю, понедельник, то придется ждать еще целую неделю. А вообще не хочется этого по-честному ждать. Поэтому нам бы хорошо успеть за вот эти 2 дня, чтобы ее зачислили, потому что потом еще надо успеть подготовиться к будущей неделе, потому что все равно там будет домашняя работа и всякое такое. Вот. Ага, сведения о стипендии. Вот. Стипендия для отличников, для малоимущих, интересно, мы малоимущие. Стипендия для профессионалов, для специалистов, для спортсменов, для резидента. В общем, на какие-то мы можем податься. Вот смотрите, какой у них, кстати, костюмчик. Вот такой вот необычненький. Я, кстати, очень люблю этот топик, он симпатичненько смотрится. Интересненько. И такую юбку я, кстати, очень давно не использовала. Так, вот. Мы выбираем для нее... Что у нас тут? Профессии вы сможете следовать? Нет. Карьера, когда персонажам идти, они какие-нибудь игрока вернутся после окончания. Вот. Неполный рабочий день. Водолаз. Бармен. Официантка, продавщица, разнорабочая, рыболов, спасатель. Мне кажется, вот продавщица – это наш вариант. Прям вот то, что надо. Вот с 9 до часу, пока будут дети в школе, она будет как раз работать. Мне кажется, это хороший вариант такой. Кстати, я еще макияжка добавила. Мне кажется, она очень симпатичная получилась. Так, что-то у меня там с собакой еще связано. Что-то она хочет с собакой поделать. Так, что-то я еще хотела, чтобы она приготовила, чтобы у нас были блюда, учитывая то, что она теперь будет работать. Сейчас мы посмотрим, что там за светяшки мы выбрали. Сейчас посмотрим. Так. У нас есть запеканка, ну, точнее, будет запеканка, у нас будет что-то на завтрак, и нам нужно еще что-нибудь такое средненькое. Вот, давайте еще фрикаделька она сделает. Так, смотрите, вот, светяшки раз. Золотяшки 2. Их практически нет. Ну и ладно. Они не светятся, да? Ну вот. Как так-то? Я хотела, чтобы они светились. А здесь ничего нету? Я неправильно рассчитала. Ну, ладно. Ладно. Ну, все имеют право на ошибку. Все абсолютно. Так, ты, мадам, доедай свое мороженое. Пока ничего больше нету, и садись за стипендии. Так, это нам нужна вкладка «Университет», насколько я помню. Так, где? Вот, университет. Изучать университеты, нет, стипендии. Подать заявление о стипендии, попросить совет у бывшего консультанта по обучению, написать письмо, посмотреть информационный пакет, нет, подать заявление. Мы сразу будем просто брать и подавать все возможные стипендии. Насколько я помню, там на каждую нужно отдельно подавать. Я не помню, кстати, какой университет, но напомню, что мы идем на врача. Мы в детстве играли в детского врача. Мы все идем тем же шагом. Все туда же. Итак, нам доступны стипендии. Спортсмен, строитель будущего. Это стипендии доступны персонажу с навыком механики или ракетостроения. У нас нету механики ракет. Время на свежем воздухе. Это стипендии доступны персонажам рыбной ловли. Вот, садоводство. Образование для всех. Так, спортсмен мы можем, я думаю, подавать на эту стипендию. Теперь мы можем еще подать вот это на свежем воздухе. Садоводство мы же не зря прокачивали садоводство. Время на свежем воздухе и образование для всех. Я думаю, вот какая-то из этих стипендий обязательно сработает, а может все 3, и мы сможем как бы полностью покрыть учебу. У меня были такие, кстати, варианты. Так, что там? Ага, это наша... Она очень уверена. Она вообще у нас же уверенный персонаж. Она у нас такая мадам. Давай, подавай заявление. И иди в сад копаться. Продолжать. Полить все. Тебе же надо теперь все поливать, да. Раньше это делал дождик, теперь придется самостоятельно. Полоть зато ничего не надо. Нам надо будет, кстати, вычислить новые растения. Вот, по-моему, буйная мята у нас еще не было.
Куст базилика у нас вот здесь, насколько я помню, насколько я смогла определить, в основном это все новое. Это я вот повыковыривала, короче, понаходила эти растения, лилия, ромашка, георгина, они должны быть очень дорогие, и нам их надо рассадить. Я понаходила всего по одному цветочку, кое-что там докупила, кое-что нашла, мы потом их рассадим. Вот. Но для этого нам нужно как бы их сначала вырастить, потом посадить, потом рассадить, еще раз рассадить, и тогда можно будет собирать. Почта доставлена. Интересно, а что там с почтой? Да, пусть она потом... Так, я хотела же сразу... Ой-ой-ой, я все пропустила. Я надеюсь, ничего не испорчено. Вот. Давайте заглянем в холодильничек. Сама сказала, что надо быстренько, и забылась. Ну, так. Ого, кубик, короче, 6 дней. 6 дней, все. Отлично. Короче, ты порадовались из-за... это хотят купить. Отлично. А то я уже замучилась это все отправить через Предавито. Так, а когда нам там на работу? Через 21 час. Ага, мы с 9 работают. Хорошо. Что нам, счета, да? Или просто почту? Даже интересно. Нет, тогда она не будет забирать почту. У нас, кстати, такой классный почтовый ящик. Я только недавно обнаружила, что есть вот такие смешные почтовые ящики. Не чисто, вот такие классные. Мне так нравится. Это так миловненько. Нет, не надо забирать почту. Лучше почисть тогда. Ой, наполни, пожалуйста. Так, это там разбираться. Ты же до всего можешь добраться или не до всего ты не смогла добраться? Да, она до сюда не может. Я вроде бы так постаралась сгруппировать, чтобы до всего можно было добраться. Так, ага, чесночок, кстати, у нас уже есть. Нет, вот видите, все она добирается, все. Так, давайте посмотрим. По-моему, вот эти вот они еще не плодоносят, правильно? У нас тут цветок... нет, цветок буйной мяты есть. У нас есть хризантема. По-моему, георгина, базилик. Это кто вообще? Шалфей. Ну, тут что-то у нас интересное. Лилия. Подснежник. Я даже не знала, что здесь есть подснежники. Рождественская роза. И куст ромашки. Нет, это не из нового. Или вот это из нового. Куст бузины. Растение с ананасом. Кстати, у нас ананас растет. Так, розовый куст, розовый. Крокус какой-то, я не помню, что это такое. Подуб. Ну, в общем, это все остальное качество обычное. Ну, вроде как должно у нас расти. В этих условиях все должно быть постоянно расти. Так, давайте проверим почту. А потом уже будем заниматься нашими этими всеми делами. Так, ну что, не появилась корреспонденция это. Что это такое, а? Кстати, уже не понадобится. Так, что, чеснок, наверное, я не буду рассаживать. Зачем он нужен? Я так его просто для прикола, на самом деле. Ежевики у нас полно. А что-то у нас бегония. Вот, бегония – это наш хороший источник дохода. Так, колокольчик такой все. Хризантема. Ну, такое. Что у нас? Ой, мята 9, серьезно. Зачем она мне нужна? Базилик еще меньше. Ох. Ладно, большая надежда на подснежник и рождественскую розу. Ну, тогда не буду это все рассаживать. Я говорю, главный наш источник дохода – это бегония. Видели, сколько ей? Больше 1000 вообще. Это как с куста. Ну, в принципе, с куста мы и взяли. Легко. Итак, возвращаемся обратно к нашей семейке. Вчера не произошло ничего интересного на самом деле. Просто дети пришли со школы, поделали домашку, немножко повеселили себя и все легли спать, потому что, в общем, все немножко перенервничали после перевоплощения и всего прочего. В общем, был слишком насыщенный перед этим день, поэтому я всех отправила отдыхать, никто ничем толком не занимался. Сегодня же мы можем поздравить нашу Шерри. Она первый раз идет на работу. Она не ходила в школу, она вообще никогда не ходила, пару раз в магазин выходила. Но она все это время сидела дома и занималась с детьми.
Но сегодня ее первый рабочий день. Она наконец-то выходит в люди. Она немножко расстроена, видимо, переживает. Я не знаю, она подскочила в 5 утра. Видимо, она все-таки нервничает по поводу первого рабочего дня. А еще я который раз убеждаюсь, что она какая-то очень тощая бедолага. Почему что-то как-то она у меня иссохлась на этой работе, но зато у нее достаточно пышный красивый бюст. Это приятно. Дополнение, когда ты худеешь, а эта часть никуда не уходит. Это прям целое мастерство. Тут собачки тоже расстроенные. В общем, давайте ее приведем в порядок. Заодно сейчас все остальные детки проснутся. Я хочу вам показать прикидик нашей Сони, потому что я очень долго, ну, не то, что я очень долго над ним работала, но я прям на Соне оторвалась по полной программе. Вот прям, не знаю, я проявила весь свой креатив. У нас тут, кстати, что-то на продавито мы можем продать. Что-то у нас еще... вот у нас на это исчерпалось. И потом нужно еще сходить в туалет и вдохновляющий душ принять, потому что мы идем первый раз на работу. Нам нужно быть в хорошем настроении. Я еще хотела показать. Хорошо, что еще темно и плохая погода. Смотрите, смотрите, какая красота. Наш дом теперь вот такой вот красивый. А еще он весь переливается. Посмотрите, это же прекрасно и замечательно. Вот такой вот у нас теперь блестящий, красивый дом. Да, я наконец-то разобралась в этих украшениях. Хочу вам сказать, в общем, читайте внимательно. Они прям четко пишут, какие мерцают, какие не мерцают. Даже если они выглядят одинаково, просто разные цвета, одни могут мерцать, а другие могут не мерцать. Вот, и я потерялась, секундочку, и я вернусь, вот. Вот, видите, у нас теперь все мерцает, у нас потрясающий яркий дом, такого больше нигде нет. Я безумно горжусь этим домом. Он мне так нравится. Я так рада, что я перестроила дом. Я так рада, что я перестроила именно в этом стиле. В общем, я очень довольна тем, что у нас сейчас происходит. И, из тапочек в тапочек. В тапочки. Мне интересно, конечно, это обстоятельство. Ну ладно. Так, ну кушай, немножко надо тебе набрать вес, что ты совсем тощая. У нас тоже Соня проснулась. Недовольная собой, недовольная, ла-ла. Переоденься, пожалуйста, покажись нам торжественно. Сменяй одежду, и ты тоже кушай. В принципе, пока она покушает, как раз плюс-минус уже надо будет идти на учебу, потому что уже начало 7-го, а они долго иногда кушают, ходят, что-то бродят. Ты пока что у нас еще вазочку с мороженком диетическим. Сейчас она к нам спустится и покажется. Это что-то там чешет. Она выставляет на продавито свой бодик. Ну, точнее, не свой бодик, а тот, который она связала. Так она уже, вот наша мадам. Смотрите, какая она модная, стильная. Мне кажется, это очень даже стильно. В этом что-то есть такое дерзкое, молодежное. В общем, мне очень понравилось, как я ее делала. Там, на самом деле, внизу еще ботики такие объемненькие. Ну, сейчас она в тапочках, а так вообще вот там фенечки, очечки и яркий макияжик. Вот, видите, от MAC. Яркий макияжик, да. У нас вот такая вот дерзкая девчонка. Так, еще один товарищ. Все хотят есть, все хотят есть. Ну, что ты не идешь, уже вроде время. Все? Это форма? Нет? Короче, она ушла на работу. Ну, поздравляем ее с первым рабочим днем. Так. Милочка, вы тут остались одна. А как насчет помыть посуду? Было бы неплохо. Вот все, отмерли. Не все, но отмерли. Так, давай тогда нужно же теперь все поливать, потому что здесь никто ничего не поливает. Так, полить все. Но сорняков пока нет. Ну, давайте разбираться, посмотрим, сколько даст нам наш сад. Так, собрала она весь урожай. Давайте пока как раз посмотрим, что у нас тут по урожаю. Что у нас здесь? Бегония. Вот, бегонию пока не трогаем, это самое дорогое. Тюльпан неплохо. Кстати, по 14. Может, его рассадить как раз? Давайте, наверное, его рассадим. И что ты? Что такое? Что ты не хочешь садиться? Здесь ты посадишься? Да, здесь, да. Интересно, интересно. Сложная махинация, сложная. Так, тюльпаны мы рассаживаем. У нас бегония 33. Ягоды бузины. Вообще беспонтовая штука.
Давайте, наверное, от нее избавляться. Ежевичный куст. Где у нас ягоды бузины? Где у нас бузина? Куст базилика. Шалфей. Мята. Что у нас тут? Рождественская роза. Я не могу ее найти. С ананасами. Куст бузины. Вот. Изучить, взять побег, удобрить. Ладно, пусть пока живет. Ананасы. 4. Ой, я-то думала, что ананасы это будут ананасы. Так, гроздь ежевики тоже. Ну ладно, пусть будет, живет. Что у нас здесь? Шафран. Ну так, неплохо. Пусть будет столько, сколько есть. Роза. Вот розу рассадим. Так, хорошо. Что у нас здесь? Зев. У нас вроде там приличная плантация. Колокольчики бессмысленные. От колокольчиков сейчас избавимся. Лилия. О, 36. Хорошо, мы ее рассадим. А мяту удаляем. Что у нас здесь? Подснежник. 5 всего. Да, серьезно. Ну, все тогда. До свидули. Мы удаляем подснежники. Морозник оставляем. И рассаживаем. Сейчас как раз. Базилик удаляем. Так, шалфей. Нет, мы не будем его. Головка чеснока. Бессмысленная штука. Так, розу я уже... Вот. Так, у нас здесь 14 тюльпан, бегония. Так, хризантема 10. Ну, этого урожая, я думаю, достаточно. Не сильно дорогая, но... Так, морозника рассаживаем, розу рассаживаем. Ну вот, сейчас я немножечко провяжу ряды наших цветов, и мы вернемся. Итак, пока у нас тут Терри занимается садоводством очень активно, надо будет, кстати, уже проверить почтовый ящик. О, да, у нее есть форма. Смотрите, она привернулась с первого дня рабочего, с чем мы ее поздравляем. Она большая молодец, она даже заработала небольшую кучку денег. И я так понимаю, что какого-то супер роста у нее не будет. Вот, ну, в принципе, я это и предполагала. У нее все хорошо, дети еще не вернулись со школы, поэтому можно посидеть и повязать кашпо. Она же может навязать кучу кашпо, чем мы можем поукрашать потом наш дом. Так, у нас до сих пор тут ливень. Ну ладно. Так, давайте будем вязать одежду. Продолжить. Вот как раз она кашпо не довязала, да? Ну вот. Так, я здесь, кстати, проредила хорошенечко. И вот, как видите, цветочки. Мы продолжаем. Цветочки, цветочки, цветочки. Никуда-то не деваются наши цветочки. Люди их сажают, а куда они деваются? Мне это интересно. Прям интересно. Где-нибудь у нас в какой-нибудь стороне... Вот они, вылезли. Я их нашла. Это очень странно, но я их нашла. Ладно, сейчас соберем их по кусочкам. Они исчезают, видите, из этой штуки. Тринч. Ну, сейчас я зайду в режим строительства и найду их. Ну вот, что-то здесь, что-то там. Найдем. Ладно, пока мы проверим наш... в туалет пусть он сходит. На втором этаже. Так, наши дети уже должны прийти. Нет, еще нету. Так, сходи-ка ты в туалет и, пожалуйста, проверь свои стипендии. Стипендии. Так, пригласил одноклассника. Ай, тот же самый. Давайте. Тот, который ухаживал за Терри, теперь ухаживает за ее младшей сестрой. Это немножечко крипово. Посмотри заявление. Так, оценки стали лучше. Хорошо, оценки стали лучше. Где наши ученички? Вот они. Эй. Не надо спуститься просто. Смотрите, какая банда. Они какие-то очень странные, но прикольные. А что такое? Что у тебя? Дискомфорт от чего? У тебя не нравится это кресло? Серьезно? Мебель низкого качества? Серьезно? Это же новое, из нового дополнения, красивое, классное. Ну вот, мне не понравилось. Очень сильно напряженный, на грани срыва. Надо как-то это... Он ванну хочет принять, да? Какую ты ванну хочешь принять? Грязевую ванну? Придется потом еще мыть ванну, и себя потом придется мыть. И еще 67 миллионов стоит. Ну ладно.
А ты у нас супер внимательная, только у тебя что-то с настроением не очень. Значит, врубаем наушники. Я, кстати, всем уже купила наушники, это прям спасение. Слушай, не слушай, просто включи жидкую музыку и иди покушай. Ай, собака почесалась, смотрите, какая прелесть. Надо быстренько убрать. Мне интересно, кстати, в новом дополнении, ну не дополнение, а пак или что-то там, я забыла, как это называется, те, которые с пылесосиками такие, они будут убирать собачью шерсть? Вот прям мне интересно стало, честно признаться. Так, открывай и съешь-ка ты meatballs, фрикадельки. Давай-ка фрикадельки, а потом уже давай домашку делай, раз ты у нас супер внимательная. Тебе бы, конечно, программированием бы позаниматься, но страшно, очень страшно. Давайте проверим как раз стипендии. Вот невидимка идет с зонтом, это, наверное, наш добрый друг. Он вообще не растет, что ли? Я не поняла. Наверное, гавкает. Пока я тут всматривалась в нашего... у нас же закрыто. Прости, пожалуйста. Ну ладно. А нам одобрили всего одну стипендию. Всего на 200 симулионов. Ну ладно. Обидненько, слушайте. Нам отказали в спортсмене и в образовании для всех. Видимо, мы слишком богаты стали. Непонятно. Слушайте, ну прямо обидно. Ну ладно, что поделать. Значит, надо проверять на поступление. Проверить статус заявления. Давайте-ка это сделаем. Проверим, мы поступили или нет, и тогда уже будем от этого отталкиваться. Это вяжет, это кушает, это там в ванне грязовую принимает. Хорошенький такой. Итак, ура, ура, ура! Крутяк! Мы поступили! Ура! Ура! У нас первый студент в семье. Так, ну давайте тогда уже программу выбирать. Чего мы будем стесняться? Нам надо как раз за нее уже заплатить, чтобы мы... Вот она! Ай, какая она довольная! Я ее понимаю прекрасно. Прекрасно и понимаю. Я тоже была рада, когда меня зачислили. Так, ну что, университет? Поступить в университет? Давайте поступать, давайте выбирать. Круто! Сейчас мы все выберем, сейчас мы все оплатим, и на все оставшиеся деньги тогда купим компьютер, пианино, если у нас вообще что-то останется. Надо, кстати, допродать эти цветы. Ой, надо тут еще привести в порядок. Ну ладно, это мы сделаем. Главное, что мы поступили. Вот, я забыла. Куда, в какой нам университет надо? По-моему, Бринчестер. Но мы можем потом сейчас вернуться. Биология, доктор. Да, вот, нам доктор. Нужно культурист. Нет, там доктор нужен. Мы будем брать, я не знаю, 2 или 3 предмета. Давайте попробуем 3 и без факультатива. Потому что 4 это вообще жестяк. 2 маловато и долго получится. 4 недели она будет учиться. Ну, как-то долговато, мне кажется. Так что давайте такую серединку. 3 предмета. Так, у нас точно вот доктор. Биология, все правильно, да. Идем дальше. Мы остаемся дома. Мы никуда не переезжаем, потому что иначе пришлось бы с ней переехать. Так, мы остаемся дома. И мы платим за обучение. Серьезно? Стипендия для одаренных у нас даже есть. Слушайте, круто вообще. У нас 3 предмета. У нас стипендия «Время на свежем воздухе», у нас стипендия для одаренных, и мы платим всего 27 миллионов. Серьезно? Обалдеть. Но мы не будем в кредит это брать. Зачем? Все, я тебя поздравляю. Я тебя поздравляю, малышка. Ты зачислена. И на этой прекрасной, замечательной, счастливой ноте я предлагаю сегодня закончить. Мы этого сильно ждали. Но я, по крайней мере, очень сильно ждала, когда ее зачислят. Я за нее очень рада. Тем более, что она получила такую большую стипендию для одаренных. Она еще одну стипендию. В общем, 2 стипендии получила. Прекрасно. Она молодец, умничка. Все остальные тоже молодцы. Я тоже надеюсь, что они поступят потом в университет тоже на каких-нибудь стипендиальных правах. Я думаю, что наша старшая сестра вложила в них достаточно много, обеспечила им достаточно комфортную жизнь для того, чтобы они вот сейчас пожинали эти плоды того, что они молодцы, то, что они так хорошо учились.
Все, в следующей серии посмотрим, как все будет развиваться, как все будет у нас происходить. Я очень жду. Надеюсь, вы тоже. Так что подписывайтесь, ставьте лайк и до следующих видео. Пока-пока.